Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о смартфоне глобальной версии Realme 10 Pro плюс 5G. На Realme 10 Pro плюс 5G китайская версия, обзор у меня уже был на канале. Напоминаю, меня зовут Саня. Не забудьте подписаться с колоколом, написать в комментах, что еще купить на обзор. А из интересного я сегодня сравню его вам в начале и в конце. И плюс еще, разумеется, в съемке с iPhone 11, потому что по стоимости, наверное, он как раз такой же. И понятно, что он безумно древний, но все равно, согласитесь, интересно, тем более на фронталке 4К. И, разумеется, с его прямым конкурентом Poco X5 Pro 5G. Насколько они хороши, насколько хорош данный смартфон, какие изменения в глобальной версии, вы узнаете, разумеется, в ролике. Напоминаю структуру. В начале вы увидите результаты всех тестов с распаковкой, потом сравнение съемки этих трех аппаратов, потом примеры съемки данного аппарата. И в конце мое резюмирую. Ролик я поделю. Для вас спокойно можно будет перейти от одного участка к другому. Если вам такое подходит, пишем в комментариях. Помните, вы этим очень сильно помогаете проекту. Смотрим. Ну и разумеется, насколько хорош данный смартфон. 4К, 30 FPS, основная камера, очень яркий, приятный экран. Помимо этого, у данного смартфона довольно хорошая фронталка, хотя и невысокое разрешение. Dimensity, это значит GPS с точностью 1 метр. Помимо GPS, здесь, разумеется, есть рабочий NFC. Он маленький, удобный и комфортный для носки. В принципе, этого достаточно для того, чтобы рассмотреть его в покупке. А все остальное вы увидите в ролике. Распаковка у меня на руках глобальная версия смартфона, но недавно я обозревал китайскую версию. Кому интересно, можете посмотреть на канале. Там больше примеров съемки, и по большому счету они не особо отличаются. Поставляется смартфон в черно-желтой коробке с довольно плотного картона. В комплекте мы имеем темный силиконовый чехол, наклеенную защитную пленку, краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного слота, под 2 нано-сим-карты, карту памяти запихать, к сожалению, нельзя. Сам смартфон, блок питания на 67 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, весит 10 Pro Plus 176 граммов, а размеры его 161 на 74 на 8,2 мм без блока камер, вместе с ним 10,5 мм. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band в 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте написать в комментах, что еще купить на обзор. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Полетели. Приобрести данный девайс можно в 3 вариантах расцветки. Это голубой, черный и золотой. Дизайн устройства для глобального рынка такой же, как для китайского. Все то же самое. Смартфон тонкий и легкий, для кого-то покажется игрушкой. Другие скажут, что наоборот хорошо. Наконец-то не кирпич. Корпус выполнен из пластмассы. Сборка, как и качество материалов, хорошая. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости. Далее есть разъем USB Type-C OTG версии 2.0, 2 микрофона, динамики. Звучание здесь стерео с сертификацией HRS, технология Real Sound с 4 предустановками на борту, но кастомного эквалайзера нет. Вибромоторчик неплохой, ко всему еще настраиваемый, и есть поддержка технологии O-Haptics. Единственное, он не особо сильный, но большинству зайдет. Мини-джека и К-порта нет, как официально защиты от влаги, в отличие от тех же Poco, да? Но не будем о грустном. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей. Экран с закругленными краями, рамки симметричные, соотношение экрана к корпусу 93,65%. Контрастность 5 миллионов к 1, цветовой охват, разумеется, DCI-P3 на 100%, как у всех. Смартфон имеет сертификацию TUV Rainland, без мерцаний, низкий уровень синего цвета. Есть поддержка HDR10+, плотность пикселей 394 ppi, чего в целом достаточно. Пиковая яркость 800 нит. Притом вы видите сравнение пиковой и обычной яркости у Realme, Poco. При прямом попадании света на экран яркости экрану в целом хватает. Частота обновления экрана на выбор 120 Гц, 60 автогерцовка. Результаты теста на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. В играх Touch показал себя хорошо, несмотря на этот результат теста. Полноценный Always On дисплей на борту, показатели шима такие же, как и в китайской версии. Глаза от экрана не устают. Мультитач есть, и экран на 10 касаний откликается без проблем. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран с измерением пульса и распознавания лица. Насчет измерения пульса, я думаю, что мало кто будет
будет с этим делом играться, но один раз, чтобы проверить, по-любому тыкните. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, в отличие от тех же Xiaomi. Но можно завести 5 других отпечатков. Распознавание лица срабатывает неплохо, я бы сказал даже хорошо. Внести биометрические данные можно только одного лица. Процессор Dimensity 1080 с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами. Максимальная частота которого 2,6 ГГц, графический процессор Mali G68. Я предпочел бы, правда, в этом смысле Poco. Интерфейс Realme UI версии 4.0 на базе Android 13 версии. Обновы прилетали, но сильно заметных изменений в работе, если сравнивать с китайской версией, вообще нет. По синтетике результаты слегка ухудшились, но это ожидаемо. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2 на выбор 128 и 256 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, уже есть 7, к слову, но только у флагманов. Поддержка 5G сетей, что не для всех актуально, но, как всегда, хорошо, что есть. Для 4G сетей есть 7 бенд, как и 20 бенд. В китайской версии, напоминаю, 20 бенда не было. Связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора хорошее, микрофоны, как и датчик приближения, не подводили. Bluetooth предпоследней версии 5.2, NFC-модуль, разумеется, на борту и работает. GPS-тест показывает точность 1 метр, что стандартно для Dimensity, и это отлично. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал хороший результат. В 9 часов 33 минуты осталось еще 20%. Тест я проводил при 120 Гц на 100% яркости. А вот с автояркостью смартфон выдал целых 12 часов 55 минут, почти 13 часов. 10 Pro Plus поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, и в принципе заряжается также китайская версия. Видите все на экране. Беспроводной зарядки нет. Поедает за час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi у меня 8%. В играх в среднем уходит 19%. 10 Pro Plus показал себя хорошо. На лайв-канале есть примеры, как он работал. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест смартфон проходит со следующим результатом. 179 гипсов минимально, максимально 249 и в среднем 211 гипсов при 100 потоках на 60 минутах. Нехорошо, правда? В Geekbench 5 в сингл-коре 752, в мультикоре 2126. 3D Mark Wildlife у Realme 2033, Wildlife Extreme 631, Wildlife Stress Test 2036, Wildlife Extreme Stress Test 640, Slingshot Extreme 3914 и Slingshot 4829. В Antutu устройство выдало 515 тысяч попугаев. Storage тест показал хорошие 40 тысяч, лучше, чем у Poco. 45-минутный стресс-тест прошел не совсем идеально, но лучше, чем Poco. В АИ Antutu смартфон выдал 453 тысячи, почти в 2 раза меньше, чем Poco. Ну, вы поняли, про что я. Про камеры. Основной блок камер с тыльной части у Realme состоит из 3 сенсоров и двойной LED-вспышки. Основной Pro Light на 108 мегапикселей с углом обзора 83 градуса, светосилой f1.75, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 и макросенсор на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Оптостаба нет, цифровая стабилизация, разумеется, на борту, но отрабатывает она плохо. Кстати, на лайв-канал я выгрузил пример того, как я катал с ним DJI на байке, и, разумеется, он показал себя в разы хуже, чем тот же Samsung S23 Ultra и Honor Magic 5 Pro. Обзоры, кстати, уже есть на канале. Можете посмотреть. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей с углом обзора 82,3 градуса. Находится он в верхней части экрана по центру в вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. В стоке на смартфоне достаточное количество различных режимов и всевозможных вспомогательных функций для фото и видеосъемки. Короткие примеры видео и фото вы сейчас увидите. 1080p 60 fps на Poco, 1080p 30 fps на Realme. И Realme делает как? Оно делает меня темнее. Poco делает меня светлее. Может быть, что-то вам из этого понравится, но я бы сказал, что футболка у меня уже тусклая, то есть она уже выцвела, и сейчас я вижу, что лучшие и правильные цвета все-таки передает на данный момент Xiaomi-шный девайс. Вполне возможно, вам что-то будет нравиться больше. Разумеется, чем больше недостатков вы видите сейчас, чем больше морщин, чем больше остальных каких-то вещей, тем лучше сам смартфон. Но помним, что есть такое, как постобработка, и непонятно, что еще рендер сделает, и потом, что сделает с этим YouTube. На данный момент, еще раз повторяюсь, по мне, по цветам точно выигрывает банкет Xiaomi-шка. Но у вас может быть другое мнение, и очень часто у моих подписчиков другое мнение, потому что у нас разные экраны, чтобы оценивать это дело. 4К 30 FPS, видите, как Realme снимает, видите, как Xiaomi снимает, при том, как вы видите, у кого-то здесь кроп. И я говорю о Xiaomi-шках, поэтому вам кажется, что Realme колбасит больше, потому что Xiaomi кропает картинку. Так, делаем X, потом я возьму упор, и мы посмотрим. Да, видите, за счет кропа X6 у Xiaomi, X10 у Realme.
И там шум, разумеется. Ну, повторяюсь, это не камерафоны, от них никто какого-то космоса и не ждет. И это 30 FPS, это, разумеется, не 60 FPS. Ну вот, вы уже увидели, как это все дело будет снимать лицо. Теперь увидели, как все это дело снимает не лицо и еще и в движении. Ну да, Realme колбасит больше в разы. Главное, чтобы не выпало ничего, правда? В целом хватит. Немного фронталки также на улице, но напоминаю, что опять же у Realme здесь у нас, к сожалению или счастью, 1080p 30 fps, у Xiaomi плавность должна быть получше, 1080p 60 fps. Ну а теперь самое интересное, iPhone 11, который довольно древний сам по себе как модели, довольно древний, потому что я его покупал бэушный, в тех же условиях наш великий ужасный Realme 4K 30 fps. А вот сейчас вы можете оценить, как они отслеживают, допустим, фокус, автофокус по глазам и все остальное. Я специально двигаюсь с картинки, специально стараюсь быстрее говорить, для того, чтобы вы могли оценить, насколько хорошо работают микрофоны, насколько хорошо работает основная камера, которая, в принципе, у вас будет основной в работе. Потому что остальные затычки, все эти ультраширики и все остальное, они эпичны на флагманах, а на бюджетниках они не эпичны, как минимум. Смотрим. Так, и вот теперь пример фронталки. 4К 60 FPS на фронталке у Яблока и 1080p 30 FPS на фронталке у Realme. Насколько хорошо они отрабатывают, решать вам в целом, но по поводу разрешения и частоты, ну, мне кажется, все логично. При том, что, да, и детализации, разумеется, больше у великого ужасного Яблока. Так, 4К 30 FPS у Realme и 4К 60 FPS у iPhone. У Realme я вижу люто перекрученный красный цвет, у iPhone слегка в дымке все. Но опять же нужно будет смотреть потом на большом экране и на откалиброванном мониторе. Но опять же вы увидите все это сами. Я думаю, что в принципе вам хватит времени, чтобы оценить, насколько хорошо снимают данные аппараты и кто лучше. Но помним, что Яблоко уже, она не новая. Я не знаю, сколько лет. Года 3, наверное, телефону. И все равно снимает. Хотя не факт, что он даже лучше снимает. По значку М он хотя бы передает желтый цвет, а по дымке нет, как показывает Realme. Хотя нет, есть облака. Но они почему? Но вот этих облаков, которые показывают Realme, я не вижу. Я вижу вот эти. Ну и iPhone их тоже теперь показывает. Ну и теперь 1080p. Те же тапки. Немного пройдемся. Все равно значок M у Realme не желтый. Но я думаю, вы знаете, как M должен выглядеть. И в целом, ну вы знаете, как выглядеть должны эти штуки. Тоже перекрученные цвета у Realme. Ну и фронталка. У iPhone это 4К 60 FPS. У Realme это 1080p 60 FPS. Но я не могу сказать, что что-то лучше, что-то хуже снимает, потому что, опять же, надо будет смотреть дальше. Вот сейчас я специально делаю, чтобы в сенсоры бил свет. Так что те, кто купили когда-то старый девайс и думают, менять ли его из-за камер, подумайте 1000 раз. Среднебюджетники это все-таки не про камеры. Много классической скромной 1080p фронталки. Хороша. 1080p 60 fps, тест в лифте, быстро. 4К 30 fps, видите разницу? Это тоже тест в лифте и главное, как работают микрофоны, картинка у всех ужасна. И фронталка 1080p, продолжение теста в лифте, как вы просили, максимально ускоряю съемку в подобных условиях, чтобы не был слишком длинный обзор. Обожаю подобное освещение, потому что солнце бьет в глаза и сразу вы видите и пересветы, и тень, и как смарт живет, если вы двигаетесь. Из тени в свет яркий. Вот так примерно вы сможете себя снимать. И в очках тоже. Ночных примеров будет тоже достаточно. Основная камера 4К 30 fps. Напоминаю, что основной противник у данного смартфона это Poco X5 Pro. На него был обзор уже, в принципе, давно. Так же, как на 10 Pro плюс 5G китайской версии тоже был обзор. Но матрица в том, что этот смартфон
к сожалению, тоже не может 4К 60 FPS снимать. Хотя мне его съемка больше нравится, и больше он мне нравится еще потому, что китайскую версию когда-то я покупал за 17 тысяч, а Poco я покупал уже, по-моему, за 22. Но у Poco и нет китайских версий, в принципе. То есть здесь уже больше вопрос к тому, кому какая оболочка больше нравится. Есть фризы, надо в 4К не снимать, в 1080p все. И обнаружение лиц идет только в 1080p 60 FPS. Если смотреть, точнее 30 FPS. Видите, как хорошо? Коснитесь объекта, чтобы начать отслеживание. То есть я сейчас отслеживаю руку на расстоянии не дальше 2 метров. Расширик без отслеживания лиц. И все. В принципе, хватит. 4К 30 FPS. Вот так, если вы будете снимать различные осветительные приборы. Ультимативный просто тест. 4К 30 FPS. Привет фудблогерам. Куда же без них? 1080p 60 FPS. Умножайте на 2,3. И будет вам ценник всего и вся. Можно вставать на паузу, ставить и прикидывать. Картошка почти 160 рублей. Такой вот фудблогинг. Мне кажется, интересно, смотрите. Оп, хорошо все снимают. В тех же условиях фронталка. Вот так. Также вот фронталка. Плюс-минус. Ясно. Правда? Ночная съемка 1080p 60 FPS. И снимаю с одной руки. Стараюсь все это делать, как всегда, делать ровно. Мне сейчас скажут: Саня, стой и смотри. И не двигайся. Вот смотрю. Это примерно то же самое, как я, когда снимал на Honor Magic 5 Pro в обзоре. Людям кому-то показалось, что Honor снимает лучше, чем iPhone 14 Pro Max. Ну хорошо. Вот то же самое здесь может показаться, что этот смартфон снимает лучше, чем iPhone 11. Но опять же, я пока еще не сравнивал. Может быть, так и есть для многих. Сейчас вы видите, как он работает со светом. Макдональдс нормально. Ну, вообще, в целом, я говорю, я хотел в лоб его сравнить сначала с Poco X5 Pro, потом подумал, что это плохая идея. Может быть, вы увидите часть в ролике сравнения, но я не хочу. Почему? Потому что эти смартфоны все равно не про съемку, объективно. А сравнивать их другие показатели — это исключительно вкусовщина. И тот, и другой аппарат в своем ценовом сегменте хороши. Фронталка 1080p. И сейчас я иду к самому любимому моему объекту для сравнения — коням. На фронталке хочу сказать, что однозначно фотографии у смартфона намного лучше получаются ночью в режиме ночь. Автоматически, к сожалению, он не определяет ночь, и фото ночью с режимом ночь космически просто отличаются от фотографий обычных. И я скажу, что в режиме ночи он работает прям вау. Классно. Передаю ремарки на фронталку. В движении фотку не сделаешь. Даже если ты остановился на полсекунды, надо зафиксироваться и потом уже делать фотографию. 30 FPS. Буквально 5 секунд дискотеки. И все. 80p, 60 FPS. И немного танцев. Немного клуба. И понеслась. Снимать здесь нельзя, это кафешка при клубе. Минусы: нет ИК-порта, нет мини-джека, в отличие от Poco. Нет 60 FPS для основного сенсора и для фронтального. Кстати, у Poco у фронталки есть 60 FPS. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на YouTube с колоколом. Написать в комментах, что еще купить на обзор. И, разумеется, подписаться на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, куда я скидываю результаты тестов до обзоров. И резюмировать я бы хотел, разумеется, на камеру Realme 10 Pro Plus 5G глобальной версии. Я бы выбрал, к сожалению, не Realme. Объясню почему. Потому что, первое, если вы играете, вам необходим мини-джек, любые ТВС-наушники, это все-таки задержка какая-никакая. Разумеется, в проводах тоже. Если вы играете, вам удобнее будет все равно вот такой экран плоский.
И если говорить о синтетике и всем остальном, обратите внимание обязательно на Antutu AI. Antutu AI — это штука, которая характеризует каким-то образом камеру. Можете посмотреть расшифровку, эта штука выбивает в 2 раза больше. Если по поводу остальных параметров можно танцевать, что лучше, что хуже, здесь все-таки Qualcomm. Snap, по мне, все-таки более стабилен. Возможно, вы со мной не согласитесь. Оболочка мне нравится больше у Realme. Если по габаритам и удобству, больше мне нравится именно, если не играть, то, наверное, Realme. Внешне мне тоже больше нравится Realme, потому что Poco — это копия Redmi, а Redmi мы помним, что это эконом-класс бюджетки для Поднебесной. И в целом, я надеюсь, что вы для себя свой выбор сделали. По камерам вы увидели, но я напоминаю, что здесь есть 1080p 60 fps. И мы сейчас не говорим, как я рассказывал в Honor Magic 5 Pro, про то, что в других смартфонах это есть, а здесь этого нет. Почему? Потому что вам при любом раскладе, это не 4К 60 fps, 1080p 60 fps, если вы используете фронталку, понадобится. Вам при любом раскладе вот эта дополнительная яркость тоже понадобится. Вам при любом раскладе рано или поздно понадобится мини-джек. И если по поводу ИК-порта тут еще вопрос, то по поводу всего остального однозначно так. И камеры, если вы посмотрите исходники этого девайса, и Realme, может быть, по фото у Realme в каких-то местах лучше. Но я бы сказал, здесь в каком-то смысле паритет. И по видео мне все-таки Poco больше понравился. Насчет iPhone 11, разумеется, вам делать выводы, что лучше, что хуже. Но в целом я свое мнение вам сказал. Надеюсь, что оно вам полезно. Опять же, повторяюсь, что у Realme оболочка интереснее. Android быстрее прилетает, там уже 13-й версии. И вообще много чего лучше. Но это с одной стороны. С другой стороны, если вы даже вобьете сравнение этих двух аппаратов в любом из браузеров, вы увидите просто перечень мелочей, где вот эта штука лучше, чем Realme. Правда, по автономности Realme супер-мега молодцы, и Poco по мне проигрывает. Девайсу однозначно от меня да. Это не реклама Poco, можете посмотреть на него обзор, там был как минимум разнос. И в целом, и тот, и другой девайс достойны. Если вы приобрели Realme или Poco, вы молодец, вам его хватит минимум этого девайса на 2 года, в лучшем случае на 3. Подписываемся на канал с колоколом, пишем, как вам такой подход, потому что логично, что приятнее, если вы выбираете какое-то устройство, смотреть обзор только на него, и когда при вас лбами сталкивают устройства в одинаковом ценовом диапазоне, притом они прям чуть ли не копейка в копейку стоят, сложностей с покупкой становится больше. С одной стороны. С другой стороны, нам голова для того, чтобы думать правильно. И теперь у вас есть пища для ума. Девайсу, еще раз повторяюсь, однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.